Сколько людей на самом деле Россия потеряла в войне с Украиной? Это десятки, сотни тысяч. Или, как говорит Минобороны, немногим менее 6. Можно ли вообще оценить потери с учетом секретности и так называемого тумана войны? Не без гордости говорю, мы вместе Медиазона и Медуза сделали это. Привет, это Дима Трещанин, с вами рубрика «В смысле?». Это внеочередной выпуск рубрики, и посвящен он одному проекту, одной публикации. Мы ее готовили, делали полгода, поэтому ставьте лайки этому видео и помогите его распространить. Ну и начнем. Все ждут цифру, и я начну с цифры. Все равно мало кого заинтересуют наши математические выкладки. Минимум 47 тысяч человек на 27 мая этого года, без учета потерь так называемых ЛНР и ДНР и без людей старше 50. А теперь я расскажу, как мы эту цифру получили и почему я оговорился по поводу ЛДНР и старшего возраста. С начала войны, с начала полномасштабного вторжения, мы ведем подсчет российских потерь по открытым данным. Сначала это были только потери российской армии, но сейчас это уже далеко не так. Армии давно не хватает, власти привлекли всех, кого могли подтянуть. Добровольцы, наемники, зэки, пока на этом фантазии иссякла. Мы собираем не только имена, но и все, что вообще известно о человеке. Регион, родной город, дата рождения и смерти, место службы, в общем, все. И уже на первом этапе мы столкнулись с нерешаемой проблемой. А как быть, если у нас, допустим, есть два Александра Иванова? Один некролог из Брянской области, другой из Кемерово. Это один человек или двое разных? Могли опубликовать сообщения о нем, например, по месту учебы и по месту службы. И это не какой-то редкий случай. Даже когда в базе было всего-то пара тысяч записей, мы уже не понимали, насколько мы точны. И в какой-то момент, я уже не помню в какой, один из волонтеров принес ссылку на сайт нотариусов. Так, в наш инструментарий к поискам некрологов, к походам на кладбище, к мониторингу СМИ добавился новый, мощнейший инструмент – реестр наследственных дел. Дальше я его буду называть просто РНД. Мне, если честно, так уже привычнее. Оказалось, что смерть в России чаще всего публична. Смерть — это всегда печально, но еще и достаточно хлопотно с точки зрения бюрократии. И один из неприятных, но почти всегда неизбежных этапов — поход к нотариусу. Дело в том, что большинство россиян обладает хоть каким-то имуществом. Чаще это квартиры или доля в квартире, ну или в доме. На войне по-прежнему чаще гибнут жители сел и небольших городков с частным сектором. Какая-то земля, иногда машина. В общем, все, что нельзя забрать просто так и где надо переоформлять документы. Собственность есть даже у совсем небогатых людей, а наследники находятся даже у сирот. Я не преувеличиваю, мы находили несколько дел на воспитанников детских домов. И этот неприятный бюрократический шаг надо выполнить достаточно срочно. Закон дает на это всего полгода с момента смерти, а потом доля в квартире или машина могут перейти в так называемое выморочное имущество, то есть отойти государству. На самом деле это немного не так работает. Государство не приходит на 181 день после гибели человека с реквизициями. Но после этого срока бюрократический квест серьезно осложняется этапами подать в суд и так далее. К слову, временами мы получаем свежие наследственные дела на людей, которые умерли и 10, и 20 лет назад. То есть на практике никогда не поздно, но сильно сложнее. Так вот, как это нам поможет в поиске информации о погибших на войне? Да много чем. Во-первых, там не один, а два сервиса. Один требует точных фамилий, имя, отчества, в другом есть поиск. Значит, мы можем добить недостающее отчество и даже поправить опечатки в фамилиях. Во-вторых, это дает географию, регион и город, если мы сомневались или не знали. Ну и в-третьих, можно узнать дату рождения и дату смерти, а также дату регистрации смерти. Вот последнее очень важно, потом объясню почему. И вот вместо десятка Александров Ивановых у нас уже появляются вполне различимые между собой Ивановы Александры Сергеевичи, Петровичи и так далее, с разными городами и разными датами рождения. То есть мы можем точно быть уверены, что не ошиблись и не запутались. Но это, разумеется, не все. Мы изначально понимали, что видим далеко не все некрологи. В прошлом видео про потери я говорил, что по ощущениям
То, что мы знаем, надо перемножать то ли на 2, то ли на 3. Эти ощущения базировались в основном на опыте. Ну вот мы нашли кладбище, а на нем каждая вторая могила новая для нас. Вот к нам попал список той или иной части. И опять видим максимум каждого второго, а то и каждого третьего и так далее. Но все это единичные случаи, никак не твердое доказательство. И с РНД произошло то же самое. Разбираешь тезок и вдруг неожиданно видишь, но этот вот прям явно, точно наш. Проверяешь его соцсети, и действительно парень в форме, даже фоточка с красным скотчем на рукавах. Но это не главный признак. Помните, я говорил про дату регистрации смерти? Вот это супер важный показатель для нас. Это когда ЗАГС выписывает свидетельство о смерти. Для обычных мирных людей это чаще всего 0 дней, 1-2. За исключением смертей от криминала и катастроф, или заблудившихся в лесу. Для погибших на войне, за немногими исключениями, разница между смертью и ее официальной регистрацией 3 дня и более. И это тоже еще не все. К разнице между смертью и регистрацией я еще вернусь позже. Данные удобные, их много. Примерно через полгода после смерти мы видим наследственные дела примерно на 60% погибших. Сразу скажу, что на зэков их значительно меньше, а у военных и добровольцев больше имущества и социальных связей. РНД – это еще и крайне удобный инструмент верификации. Именно потому, что у нас есть такой инструмент, мы, например, не можем подтвердить украинские данные о гибели больше десятка генералов. Их просто нет в реестре. Какая вероятность, что генералы не оставили наследство? Конечно, ничтожная. Следовательно, они, скорее всего, живы. Если что, этот список топов у меня на регулярной проверке, мало ли, придут наследники с большим опозданием. Тут-то мы их и поймаем. Но что, если взять вообще все наследственные дела? Что покажут эти данные? Быстро оказалось, что мы при совсем небольших технических ухищрениях и достаточном терпении можем получить из РНД не десятки, не сотни, а миллионы дел. Мы очень цинично шутили, извините, какая работа, такие шутки, что собираем армию мертвецов. В итоге мы добыли где-то больше 10 миллионов записей. Конечно, это не только записи за последние 2 года. Это все, что там было. Система начала оцифровку в 2014 году, поэтому более или менее полные данные там есть за последние 8 лет. Но есть и очень много старых. Что это дало? Такой набор данных – это просто мечта любого демографа. Настолько точной и подробной информации не дает никто, даже Росстат. Можно посмотреть статистику по дням, по регионам, по городам, считать любые закономерности. И, конечно, найти так называемую избыточную смертность. Избыточная смертность возникает при каких-то новых обстоятельствах. Лично я впервые столкнулся с таким подсчетом в 2010 году, когда демографы пытались оценить ущерб от жары и лесных пожаров в России. Потом мы сами считали избыточную смертность от ковида. А теперь таким новым обстоятельством стала война. Но как считать избыточную смертность, если еще продолжает влиять тот же ковид? И одному из моих коллег пришла в голову гениальная и одновременно простая мысль. На войне гибнут почти исключительно мужчины. У нас в базе сейчас только 4 женщины. Надо просто взять мужчин и женщин по возрастам и сравнить. И мы сразу увидим все аномалии. Так и вышло. Эта методика работает, и особенно хорошо работает на младших возрастах, до 40 лет. Слава богу, не так много людей в мирное время умирает раньше 40. Вот посмотрите, к примеру, как это работает на людях от 20 до 24 лет. Резкий взлет в первую же неделю войны. Чем старше погибшие, тем меньше надежность этого метода. Окончательно данные теряют какой-либо смысл на 50 годах и старше. Увы, мужчины в России начинают и без войны массово умирать примерно в этом возрасте. Но для нашей методики это было не слишком критично. Да, на войне умирает достаточно много людей от 50 и старше. Это высокопоставленные офицеры, добровольцы, зэки, даже мобилизованные есть в этом возрасте. Но их все же не настолько много, чтобы серьезно повлиять на итоговую цифру. То есть да, погибло 47 тысяч плюс какое-то количество людей старше 50, но сколько мы не знаем. Разумеется, делать прямой вывод, вот мы нашли столько-то наследственных дел, у нас столько-то известных по некрологам погибших, давайте как-то вот это перемножим и получим итоговую цифру. Так нельзя. Оказалось, что вот это как-то перемножим не самая простая задача. Свой коэффициент надо посчитать для каждого возраста отдельно.
отдельно для военных, мобилизованных и зэков, учитывать еще множество факторов. Я сам почти никакого отношения к разработке математической модели не имею. Я своими ремарками скорее мешал работать умным людям, поэтому за описанием и, как мы считали, я отправляю вас читать тексты на сайтах «Медузы» и «Медиазоны». Там все подробно расписано. Как говорил один из моих редакторов, есть такое явление «невидимые миру слезы». Читателей не волнует, сколько сил и времени ты потратил на текст. Но тут я не удержусь. Вот чтобы все это посчитать, у нас ушло примерно полгода. А обсуждать этот текст с коллегами из «Медузы» мы начали примерно в октябре 2022. Найти подходы к решению этой задачи оказалось очень непросто. Но что, если мы ошиблись? Вся эта математика на заведомо неполных данных, это вообще работает? И тут подоспела помощь оттуда, откуда мы не ждали. Мы, честно, не рассчитывали, что Росстат во время войны будет публиковать какие-либо данные по демографии. Если ты хочешь скрывать потери, то ты не должен публиковать статистику, это логично. Государство скрывает данные по экономике, по текущим расходам бюджета. Например, на социальные выплаты погибшим и раненым. Но, видимо, никакой специальной команды на фоне специальной военной операции насчет этой статистики Росстат просто не получил. И по запросу мои коллеги получили данные за 2022 год. Эти данные с отклонением от 5 до 15% в разных возрастных группах совпали с нашими выводами. Все то же самое. Если считать избыточную мужскую смертность, мы получим, по данным Росстата, примерно те же 25 тысяч погибших, что с подсчетом по реестру наследственных дел. Разница будет только в возрастных группах. Но у данных Росстата есть два важных недостатка. Точнее, у нотариальных данных есть два значительных достоинства. Во-первых, по РНД мы можем посчитать потери российской армии с точностью до дня, тогда как Росстат дает это сделать только в целом за год. Во-вторых, данные Росстата, если они вообще будут в следующем году, то не раньше июня. А по нотариальным делам мы можем считать с задержкой примерно в месяц. Поэтому я и говорил о данных на 27 мая. Мы никак не можем посчитать потери так называемых ЛНР и ДНР. Наши инструменты, работающие в России, на эти территории не распространяются. Невозможно собрать даже базовую информацию. СМИ в ЛДНР, вы, наверное, шутите, даже в Чечне более открытая информация. Тоже можно сказать и о социальных сетях. Ну и уж совсем не смешно отправлять волонтеров на местные кладбища. Думаю, они закончат свой день и многие ближайшие месяцы где-нибудь на подвале. Причем в ДНР еще как-то вели свои подсчеты погибших, отношение местной, так сказать, власти к смертям, но еще более или менее человеческое. В ЛНР совсем плохо. Погиб и ладно. Перевернем эту страницу. На самом деле оккупационные власти постепенно разворачивают привычные для России структуры, но базируются они все равно, как правило, в Ростове. Мы видели уже сотни свидетельств о смерти из народных республик. Правда, оформлены они все равно в Ростове. Даже открываются офисы нотариусов. Номинально они находятся в Донецке или Мариуполе, но по факту, скорее всего, это опять Ростов. В любом случае, это обрывочные сведения, и касаются они, как правило, россиян, тех же зэков, погибших под Бахмутом. Еще одна категория, о которой говорить сложнее всего, это пропавшие без вести. С помощью наших инструментов мы можем видеть только подтвержденную гибель, а статус пропавший без вести как раз и значит, что никто не знает, что стало с человеком, убит ли он, тяжело ранен и не опознан при госпитализации, попал в плен, дезертировал, может быть что угодно. Так что сколько людей пропало без вести, мы не знаем, зато мы точно знаем, что часть пропавших все же возвращают и хоронят. В украинских медиа время от времени появляются сообщения об обмене не только пленными, но и телами. Российские медиа на такие новости очень скупы, раньше даже про пленных не говорили. Речь уже идет о сотнях, возможно, тысячах тел, и, конечно, их хоронят. В некрологах мы тогда видим: погиб в начале СВО, погиб в августе и так далее. А потом наследственные дела таких людей появляются в РНД, и они прям существенно выделяются. Помните, я говорил о разнице между датой смерти и ее регистрацией? Так вот, для пропавших без вести она может быть огромной. Пока рекорд нашей таблицы 381 день. Но думаю, в свежей выгрузке, я ее буду разбирать, пока монтируется этот ролик, уже будет и 400 дней. То есть пропавших обменивают и хоронят. И так мы о них узнаем. Но сколько их? Хотя бы приблизительно.
На самом деле никакая математика тут не работает. У нас есть списки погибших по двум воинским соединениям. Крупному 1-й танковой армии и относительно небольшому 247-му десантно-штурмовому полку. В списке потерь 1-й танковой, он составлен на 15 мая прошлого года, 44 пропавших без вести. Мы нашли 23 некролога, то есть больше половины. Еще один оказался жив и в плену. На 23 погибших приходится 12 дел в РНД, примерно половина. При этом в 247-м десантно-штурмовом нашлись все. Правда, пропавших без вести там было только 4. На самом деле граница между погиб и пропал без вести тоже достаточно условна. В российской армии для подтверждения гибели не нужно тело, достаточно слов командира. Например, вот мемориальная доска с фамилией вертолетчика, сбитого в феврале прошлого года над Киевским водохранилищем. Она появилась в сентябре, а его тело достали из воды только в этом мае. Вообще мы с коллегами достаточно долго спорили, а кого в нашей таблице вообще стоит считать пропавшими без вести? Где граница? Я предлагал 40 дней между смертью и регистрацией. Таких у нас ровно 1000. Коллеги настояли, что границу стоит провести на 100 днях, и таких у нас 319. Естественно, мы пытались посмотреть, сколько таких нашедшихся в РНД и насколько их стало больше по сравнению с мирным временем. К сожалению, я не могу сказать эту цифру. Коллеги прямо сейчас ее считают, поэтому она появится на экране и, конечно, будет в статье по ссылке в описании. Подчеркну, эта цифра входит в наши 47 тысяч, а дальше какие-то выводы из нее делать сложно. Может быть, это четверть от всех пропавших без вести, может больше, может меньше. У нас по-прежнему слишком мало данных. Все это время мы считали погибших, но для воюющей армии потери — это в том числе и раненые. Многие из них потом могут вернуться в строй, точнее, часто у них особого выбора нет. Контракт с Минобороны продолжается до тех пор, пока человека не комиссуют по здоровью. Но тяжелораненых, конечно, на фронт не отправляют. По документам, оказавшимся в распоряжении медиазоны, тому же списку потерь 1-й танковой армии, а также по списку личного состава 205-го мотострелкового полка, мы пытались оценить, какое соотношение у российской армии раненых к погибшим. Вообще это соотношение говорит о качестве полевой медицины. Чем оно выше, значит, тем больше количество людей удалось спасти. Значит, оно лучше. Со времен Второй мировой еще для Красной армии нормой считалось соотношение потерь 1 к 3. Сейчас мы получили приблизительное соотношение 1 к 4, то есть на одного погибшего 4 раненых. Но не все они тяжелораненые, то есть их нельзя считать безвозвратными потерями. По региональным данным о выплатах мы пришли к выводу, что соотношение погибших к тяжело раненым находится в диапазоне от 1 к 1,5 до 1 к 2,6. То есть, если говорить человеческим языком, на 47 тысяч погибших у нас от 70 до 122 тысяч военных инвалидов. Как вы понимаете, с таким размахом от до — это очень приблизительные цифры. Хотел отдельно поговорить про людей, главная претензия которых: а почему это вы считаете потери России, но не считаете потери Украины? Это правда, мы не считаем. Причина очень простая. Та же, почему мы не считаем потери народных милиций ЛНР и ДНР. У нас просто нет инструментов. Давайте вспомним, что мы использовали для нашего подсчета. Некрологи, в теории их можно собрать, но социальные сети в Украине устроены иначе, например, нет ВКонтакте. Если вы пользовались поиском по Фейсбуку, вы понимаете, о чем я, это просто невыносимо. Далее, медиа. Мы ничего не понимаем в украинских медиа. Походы на кладбище, нужны волонтеры. Давайте нам волонтеров. Реестр наследственных дел. Есть ли его аналог в Украине? Кажется, нет. Мы российская медиа и умеем работать только с Россией. Увы, это так. Поэтому не требуйте от нас невозможного. Потери Украины действительно велики. Война на истощение не может быть легкой прогулкой для одной из сторон. Это просто так не работает. Но я понимаю настоящий мотив тех, кто требует от нас считать украинцев. Они хотят доказать, что Украина теряет больше. Им важно именно это. Как вам сказать? Может, вы видите в этом доказательство эффективности российской армии? Или оправданность войны? Нет, война — это не Counter-Strike и не World of Tanks. Не надо путать реальность с играми, где соотношением потерь можно доказать свою крутость. Нет, такое отношение — это буквально поговорка «выбью себе глаз, чтобы у тещи был зять кривой», сделать себе хуже, чтобы тому, другому тоже было плохо. Отлично, только мы в этом упражнении участвовать не будем точно.
Когда только начиналась война, и мы считали первые 1000 потерь, цифры уже шокировали. Вот 5000. Мы пересекли рубеж Второй Чеченской войны. Вот 6000 – это уже официальные данные по Первой Чеченской. 11 тысяч – обе войны вместе. Войны, которых я как подросток и призывник достаточно сильно опасался. Вот 15 тысяч погибших – это официальные потери всего Советского Союза в Афганистане за 10 лет войны. И напомню, что СССР был по населению вдвое больше России. И теперь 47 тысяч. Это больше всех 3 войн, и 2 чеченской, и афганской. Даже если посчитать, чего никто никогда не делал, все потери после Второй мировой, все эти, как принято политкорректно выражаться, локальные конфликты, или их там нет, на старый лад, Вьетнам, Египет, Ангола, Мозамбик, там официальные потери обычно исчисляются десятками, все равно никак не получится 47 тысяч. Это уже сравнимо с потерями в отдельных сражениях Второй мировой. Штурм Берлина – 75 тысяч погибшими. Штурм Вены – 18 тысяч. Сравнимо, кстати, со штурмом Бахмута. Прорыв блокады Ленинграда – 34 тысячи убитыми. А это совсем другое время, совсем другие миллионные армии. Не дай бог, конечно, нам тогдашний уровень потерь. Но вы же понимаете, что эти 47 тысяч – это цифра не окончательная. Я говорю о данных месяц назад, то есть сейчас это уже хорошо за 50. Конечно, нельзя сказать, и каждый месяц будет на 3000 больше. Все зависит от интенсивности боев. Может на 1000, а может и на 3000, а может и на 10. В любом случае, эта война с первого дня не выглядела для России победным походом на Киев. И нет никаких признаков того, что украинская армия ослабела, намерена сдаваться или разбегаться. С прошлого лета эта война – война на истощение. Она сожрет все. Сколько угодно техники, сколько угодно денег и сколько угодно жизней. И будет продолжаться, пока не прекратится. По цифрам, война уже фактически сожрала ту армию, которая начинала специальную операцию. Тогда эксперты оценивали российские силы вторжения примерно в 150 тысяч человек. С убитыми и тяжелоранеными сейчас как раз примерно столько и выходит. Конечно, это уже другие люди, мобилизованные, зэки, добровольцы и так далее. Мы, конечно, подсчет потерь не остановим. Наверное, даже и после конца войны будем считать, пока не получим полную цифру. Не расчетную, а поименную. Но теперь мы понимаем, как считать. И если даже завтра Кремль запретит публиковать некрологи, мы все равно будем знать и понимать, как получать информацию. А значит, и у вас будут полные и достоверные данные. Конечно, этот подсчет не был бы возможен без труда волонтеров, которые собирают и обрабатывают информацию о погибших, без редакции русской службы BBC, которые ведут этот проект вместе с нами, Медиазоной, и без «Медузы», которая придумала математическую модель, чтобы понимать эти данные. Если вам известна какая-то информация о погибших на войне, присылайте ее в Telegram-бот, ссылка будет в описании. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на наш канал и не принимайте участие в преступной войне. Пока!